Всем доброго вечера. Итак, друзья мои, этот заговор дошел до меня от халкидонских армян. Я вам сейчас объясню, кто они и почему они были особенные. Их называли хранители культа. Дело в том, что халкидонские армяне 2000 лет назад, когда армяне первые в мире приняли христианство, к большому сожалению, что, собственно, и привело к их краху. Знаете, есть такое выражение, один из вождей Апачи сказал, когда к нему пришли проповедники со словами: «У нас такая религия, которая говорит: возлюби врага своего». Он сказал: «Религия, которая говорит: возлюби врага своего, создана вашими врагами». Ну, собственно, это и привело к потере империи, и в будущем, и до сих пор мы пожинаем плоды. Но халкидонские армяне 2000 лет назад не приняли христианство. Они остались верны своим корням, языческим корням. И ушли в горы. Их преследовали царские каратели. Их проклинали в храмах, отторгали, предавали анафеме. Но невзирая на все эти преследования и жестокие наказания со стороны властей и своих же соплеменников, к сожалению, эти люди не отступились. Мир так устроен, что ненавидят не того, кто покоряет и унижает, а тех, кто не покоряется и не унижается. Те, кто покорились и унизились, они всегда будут ненавидеть сильных духом, завидовать их силе духа и ненавидеть их за это, потому что сами на это не способны. Со временем, естественно, прошло 2000 летия. Многие из них ушли кто куда. Многие из них растворились в других культурах. В курдской культуре остались, среди персов. Многие потомки со временем все же покорились из-за своих благ, и такое бывает. Но остались и те, которые твердо до последнего оставались хранителями древних тайн и культа своих отцов и дедов. И вот потомкам хранителя такого культа, извиняюсь, я когда-то встретилась в молодости. Ну, мне, наверное, было где-то 22-23 года. Я еще училась. Звали эту женщину Арпеник. Она еще тогда была уже старая женщина, под 80 лет. И я, хотя и изучая историю, знала о них, но я думала, что это было в древности, как бы это все забылось. И с удивлением узнала, что потомки тех халкидонских армян до сих пор придерживаются этой традиции. И она мне передала на армянском языке защиту, оберег. Я перевела этот оберег, я сегодня вам подарю. Я когда-то снимала, в старых моих каналах была, потом исчезла. Вот некоторые работы сейчас из этих моих архивов вытаскиваю. Иногда случайно вспоминаю, что была такая работа, а сейчас нету, не могу найти. И вновь объясняю и снимаю. Вот сегодня опять второй раз дарю, потому что это было снято давно, лет 8 назад, может, даже больше. И как-то тогда оно так вот куда-то растворилось, пропало. Так вот, этот оберег ей передала ее бабушка Марьям. Она была ведьма. Ее называли жрицей, ведьмой, знающей, ведающей по-разному. Но она была ведьма.
Они перебрались в Сирию, так и жили, и до сих пор их семья там так и живет. И она сказала, что это передано им по роду, это защита. Ну, остальные знания она не могла мне передать, поскольку ей это не дошло до нее. У нее там тетка когда-то по молодости этим занималась, а после как-то она никому и не оставила. Но этот оберег ей достался от своей бабушки, а той от своей и так далее. И этому оберегу много сотен лет, может и тысячи. И она говорила, что каждый раз, когда случались какие-то страшные происшествия, бедствия, их особо геноцид не коснулся, но преследования в любом случае армянского населения были всегда и случались. Вы знаете, когда народ создает, созидательный, богатеет и как бы живет в достатке, он всегда будет вызывать зависть, ненависть у тех, кто особо не любит работать и не знает, как это делать, и не стремится к этому. Вот и в этом случае точно так же, вызывающий вечно ненависть, зависть населения, которое было зажиточным, были купцы, ученые, учителя, они всегда вызывали такую вот неприязнь у более серой массы. Это не новость. И много раз были и грабежи, и громили армянские кварталы. И вот каждый раз они читали этот оберег, и их обходило стороной. Она говорила, что она бы с радостью помогла и другим, но те были ярые христиане, не воспринимали никакие обереги, заговоры, обращения к древним силам. Ну, поэтому как бы и подвергались этим гонениям. Ну, их Бог же сказал: я страдал, и вы страдаете, ничем не лучше меня, собственно говоря. Здесь приводится обращение к Верховному Богу. Это не Бог христиан, это не Бог системы, которая сейчас присутствует. Это тот самый Бог, которого каждый народ по-своему называл. Армяне называли Арамазд, персы называли Ахурамазда, грузины называли Армази, славяне называли Перун, африканские народы называли зомби. Кстати, слово зомби создатель называется, поэтому об этом я говорила, о зомби. Поскольку потом ими создавались некие существа, человекоподобные, да, поэтому это созданное существо, так и называлось зомби на языке африканских народов, насколько я помню, зулу. И так далее. Тот самый Бог, Отец богов, к которому обращались. Это проверенный оберег. Вы можете читать для себя, говоря: меня защити. Вы можете читать для семьи: нас защити, если боитесь. Вы можете читать для своей дочери, сына, если он находится в горячей точке или что-либо еще в таком опасном месте. Слово «его защити», имя называя. Если бы человечество соблюдало языческие традиции, если бы не отошла от своих богов, поверьте мне, мы были бы намного счастливее. И не было бы таких кровопролитных войн, не было бы столько несчастных душ. Человечество само обрекло себя на это несчастье, отвернувшись от родных богов. Потому что родные боги нас поселили здесь, на этой земле, для того, чтобы мы были счастливы, проявили себя, создали сильный род, сделали людям добро и потом уходили в мир иной, получая от нашего рода постоянную энергию, находясь там с предками. Но человек, к сожалению, все испоганил. Когда-то определенный цветок красного цвета, не буду называть, тоже взращивали, то есть выращивали, неправильно сказать, для того, чтобы облегчить боль больных людей. Но человек начал использовать как источник дохода, как источник некого удовольствия
И это удовольствие потом уносило тысячи, миллионы жизней в могилу и носит до сих пор. Так что все, что дано природой, мирозданием, богами, обязательно человек испоганит, опошлит, обязательно превратит в источник своего дохода. И никого винить не надо, кроме себя. Итак, если вы хотите, чтобы вас сберегли. Кстати говоря, она сказала, что ее дальние родственники, которые жили в Армении, потом они нашлись, нашли друг друга. И в 40-е годы этот оберег ее бабушка отдала одному молодому человеку, который собирался на фронт. Он прошел всю войну и вернулся живой и здоровый, и целый и невредимый. Вот, это уже говорит о чем-то. Итак, говорите эти слова, если вы для себя просите, поворачиваясь на 4 стороны света по одному разу и кланяясь слегка, то есть делая вот так поклон головой. Если вы для близкого человека возьмите его рубашку, его фотографию, или если у вас ничего нет, в любом случае точно так же, оборачиваясь на 4 стороны света, слегка кланяясь, называя его имя. Если хотите для семьи, точно так же, оборачиваясь на 4 стороны света по одному разу, слегка кланяясь Верховному Богу, Богу Отцу, говорите, но слово «нас оберегай», если вы боитесь за свою семью. Итак, естественно, произносится 4 раза, потому что 4 стороны света. «О Верховный Бог, Отец богов, Отец моих отцов и дедов, Ты суд земли, Ты Создатель истины, Ты начало начал, услышь мою мольбу, пришли силу свою для моей защиты, а тот, кто желает меня погубить, пусть станет как столб, где проходит сила Твоя. Сохрани мою жизнь, прошу Тебя и молю, во славу Твою сохрани мою жизнь, вечная Тебе слава». Я перевела, насколько возможно перевести на русский язык именно, потому что армянский язык, он очень сложный и очень древний. Но в любом случае смысл не потерялся, он сохранился. Теперь это если вы для себя читаете. Если вы читаете для кого-то, имя вы назовете, я скажу его, словом заменю. «О Верховный Бог, Отец богов, Отец моих отцов и дедов, Ты суд земли, Ты Создатель истины, Ты начало начал. Услышь мою мольбу, пришли силу свою для его защиты. А тот, кто желает его погубить, пусть станет как столб, где проходит сила Твоя. Сохрани его жизнь, прошу Тебя и молю. Во славу Твою сохрани его жизнь, вечная Тебе слава». И в 3-й раз произнесу, как нужно читать, если вы читаете для семьи. Произносить нужно 4 раза, вы уже поняли, да? «О Верховный Бог, Отец богов, Отец моих отцов и дедов, Ты суд земли, Ты Создатель истины, Ты начало начал. Услышь нашу мольбу, пришли силу свою для нашей защиты. А тот, кто желает нас погубить, пусть станет как столб, где проходит сила Твоя. Сохрани нашу жизнь, прошу Тебя и молю, во славу Твою сохрани нашу жизнь, вечная Тебе слава». Запомните, это оберег для сохранения жизни. Не для суда, еще чего-нибудь. Это оберег для сохранения жизни. Если угрожает физической расправой, если человек на войне находится, если боится за свою жизнь по каким-то причинам, есть у него тревоги, за свою жизнь, за жизнь своих родных, близких, за ребенка своего и так далее. И мужа, и, собственно, если спрашивают, можно для друга, который находится на войне, если он там находится, да, но дайте им тоже этот оберег. Они могут читать, не оборачиваясь на 4 стороны света во время опасности. Уже с 1-го раза поможет. Желаю вам удачи и всех благ и вечная память женщине по имени Марьям, которая передала своей внучке, она мне. Очень надеюсь, что, как и все другие мои защиты и обереги, этот оберег поможет вам и вашим близким.
Всем удачи!